Здравствуйте, я Николай Голяпин, я юрист, живу и работаю в Казахстане, имею статус юридического консультанта, специализируюсь на юридической помощи иностранцам. Ко мне часто обращаются бывшие граждане Казахстана по вопросу неразберихи с ИИН. Нотариусы, ЦОНы, банки и другие организации, которые обязаны учитывать ИИН в своей работе, просто отказывают бывшим соотечественникам в обслуживании и говорят, что их ИИН то некорректен, то его не видно. Дальше бывшие соотечественники месяцами не могут оформить этот ИИН и как по замкнутому кругу ходят между ЦОНом, между миграционной налоговой службой, не понимая, что нужно сделать, кому звонить и куда бежать. Мы заметили, что обратившихся к нам по этому вопросу иностранцев, то есть иностранцев с сложностями в ИИН, объединяет даже не то, что они все бывшие граждане Казахстана, выехавшие на ПМЖ, а то, что практически у всех у них рядом с новым паспортом лежит паспорт гражданина Казахстана. Объяснение этим, как правило, у всех одинаковое. Раз я заплатил госпошлину в далеком 1999 году, то паспорт теперь точно мой. Или второй вариант. Раз в паспорте стоит штамп о выезде на ПМЖ, то паспорт недействителен и его можно оставить себе на память. На самом деле оба утверждения ложны, и вот почему. Во-первых, паспорт является собственностью Республики Казахстан, о чем аж на двух языках написано на его первой же странице. Во-вторых, обладатель казахстанского паспорта, даже одновременно имеющий паспорт США, России или Германии, несмотря на все свои заблуждения, по-прежнему является гражданином Казахстана и числится в информационных реестрах Казахстана как его гражданин. Запомните, в соответствии с законом о гражданстве, процедура выхода из гражданства считается завершенной только после того, как вы сдали свой паспорт в уполномоченный орган. Поэтому рекомендация для всех выехавших на ПМЖ соотечественников, у которых дома лежит казахстанский паспорт. Сначала завершите процедуру прекращения гражданства, как того требует закон. То есть сдайте ваш паспорт консулу Казахстана в той стране, где вы находитесь или проживаете. По возможности возьмите справку о том, что вы сдали этот паспорт, а уже потом обращайтесь в Казахстан за решением вопроса об ИИН. О том, что бывшим гражданам Казахстана не нужно оформлять новый ИИН, а нужно актуализировать старый и пользоваться им, я рассказывал в других видео, оно есть на YouTube, если хотите, можете посмотреть. Просто напоминаю, что процедура актуализации сведений, содержащихся в Национальном реестре идентификационных номеров, не потребует вашего приезда в Казахстан. Наши юристы выполнят ее по доверенности за несколько дней за весьма скромные деньги. Образец доверенности я пришлю по запросу. Мои контакты есть в описании к этому видео. Там же есть текстовая версия этой статьи. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать. А пока не прощаюсь. Увидимся.